Сегодня быстро расскажу, что сделать с орхидеей после покупки. Как всегда, на 100 мл воды развожу половинку чайной ложки. Это вот столько, это чуть-чуть. Совсем чуть-чуть нужно. Добрый день, друзья! Сегодня у меня две новых орхидеи. Я их купила в Лимана Про. Недавно вышел обзор поставки из этого магазина, но одна из моих покупок не вошла в обзор. Ну так получилось, поэтому показываю ее вам сейчас. Это орхидея калейдоскоп. И вторая мной купленная орхидея, как мне подсказали ее название, это черная фронтера. Восковые лепестки, даже не бархатные, плотные, с таким темным цветом. Сегодня быстро расскажу, что сделать с орхидеей после покупки. Поставка была просто шикарная. Качество орхидей тоже изумительное. Посмотрите, как стали делать. Вот такую сетку одевают на горшок для того, чтобы не рассыпался грунт. Она нам больше не нужна. Защищать грунт мы не будем. Орхидею, ну, кроме котов, никто не переворачивает вверх ногами. Поэтому аккуратно снимаем сетку. Ну, стараемся, конечно, не поранить корни. А тут еще и корень пророс сквозь сетку. Корень сухой. Я его просто обрежу, небольшой кусочек. Он сухой, засыхает на кончике. Еще один такой же корень. Этот корень можно совсем отрезать вместе с сеткой. Сетка хорошо, очень даже хорошо. Но когда снимаете сетку, обращайте внимание, как растут корни под этой сеткой. Бывает прорастают, а бывает легко снимается. Вот с этого цветка очень легко снялась сетка. Подробно на этой орхидее я останавливаться не буду, потому что видно, что большое количество корней. Здесь даже есть еще растущие корни. Мне бы хотелось остановиться более подробно на второй орхидее. И что делать с такой орхидеей после покупки? Потому что, ну, что делать с этой? Отцветет, начнет активно расти, и я ее пересажу. А вот эта орхидея, смотрите, корней мало. Они все сверху. В горшке видно только вот в этом месте. И в этом. И больше корней нет. Я надеюсь, что на канале есть мои давние подписчики, и они прекрасно знают, что орхидеи после покупки я не разбираю, не убираю торфяной стакан. Я привожу их в порядок и оставляю адаптироваться. Желательно, чтобы это была отдельная полка от всех остальных цветов. Ну, мало ли. Бывает, проходит месяц-полтора и появляется трипс. Ну, вот бывает такое. Поэтому карантин для новых цветов обязателен. И у одной, и у второй орхидеи есть отрезанные цветоносы.
То есть производитель маленькой орхидеи никогда не дает возможность цвести. Не будет много цветов и не будет красивых цветов. Если вы покупаете маленькие орхидеи, запомните это правило. Что я делаю в первую очередь с купленной новой орхидеей? Обрабатываю листья, протираю любым калийным мылом. Это мыло должно быть для цветов, а не то мыло, которым мы моем руки. Пусть оно даже называется дегтярное или зеленое, но если это мыло для рук, цветы обрабатывать им нельзя. Там есть другие щелочи, кислоты, которые для листьев будут вредны. Как всегда, на 100 мл воды развожу половинку чайной ложки. Это вот столько, это чуть-чуть. Совсем чуть-чуть нужно для того, чтобы протереть листья цветов. Для чего мы это делаем? Ну, во-первых, орхидея ехала очень долго к нам. И даже в целлофане, в котором она была, в пакете, все равно есть пыль. Все равно есть какое-то сотрясение. И сейчас я вам покажу, какие пыльные листики. Сразу видно, что на ватном диске появилась пыль. Но бывает не только пыль. Бывают же и какие-то вредители. Например, клещ. И если вы протираете мылом листья, а это нужно делать с двух сторон, вредителей, которые вы не увидите глазом, вы обязательно их смоете. Но карантин все равно обязателен. А еще бывает, вот видите, на держателе налет. Это небольшая плесень. Конечно, на цветок это не перейдет, но и держатель цветоноса тоже нужно протирать, но в самую последнюю очередь. Ну, конечно, если 2 месяца держать в пакете, то заплесневеет и орхидея. Мы же с вами так не делаем. Если это зима, то нужно после того, как принесли орхидею домой, подержать ее 3-4 часа, чтобы пакет и воздух в вашей квартире, температура сравнялась, стала одинаковой. А если это лето, то вы можете принести и сразу снять этот пакет, потому что температура и на улице, и в помещении будет приблизительно одинаковая. Так, протерли листики. Если у вас есть микроскоп, то перед тем, как протирать листья, посмотрите в микроскоп. Может быть, вы увидите каких-то вредителей. И если вы их увидели, тогда после вот такой манипуляции обязательно нужно обработать орхидею от вредителей. Но это в том случае, если вы их увидели. Что вы можете увидеть невооруженным глазом? Щитовку, мучнистого червеца или тлю. Тогда обработка Актарой. Если вы этого не увидели, не нужно новую купленную орхидею сразу подвергать обработкой какими-то сильными препаратами от вредителей. Причем мучнистый червец и щитовка обрабатывается одними препаратами, а клещ совершенно другими, акарицидами. Поэтому нужно сначала выяснить, есть на вашей орхидее вредители или нет, и тогда принимать решение, каким препаратом работать. Но если вы увидели на вашей орхидее какое-то желтое пятно, ну вот смотрите, вот видите листик, а вот желтое пятно, вот оно. Но это от того, что на обратной стороне листа есть повреждение. И это не болезнь, но бывает такое, что орхидею так хотелось купить, а на ней какие-то желтые пятна. Вот в этом случае, после того, как вы уберете пыль и грязь с листьев, примерно часа через 2 нужно обрабатывать орхидею фунгицидами. Самый простой фунгицид от грибковых заболеваний – это фитоловин. Фитоловин в маленькой
капсулки находятся. Здесь всего 2 мл. Что нужно сделать? Взять ватный диск, разрезать его на 4 части и на одну часть нанести половину препарата и протереть листья. И дальше наблюдать за орхидеей. Больше делать ничего не нужно. Оставьте орхидеи в покое. Определите им место, в котором они у вас могут простоять месяц, 2, 3, чтобы орхидея адаптировалась к вашим условиям. Помимо того, что это будет карантин, она еще должна распустить бутоны, если у нее получится. Не все орхидеи распускают бутоны после того, как мы их приносим домой. Некоторые вот так засыхают, и орхидея сбрасывает эти бутоны. Но после того, как она закончит свое цветение, она должна начать расти. Нужно дождаться этого периода. А потом, когда у орхидеи есть растущие корни, появился молодой лист, вот тогда мы только пересаживаем орхидею. Я надеюсь, что с этой орхидеей, с калейдоскопом, будет все просто. А вот за этой орхидеей, за второй, мы будем с вами наблюдать, потому что корни только сверху. В горшке корней почти нет. И нам нужно дорастить ей корни и только потом пересаживать. Полив самый простой. По краю горшка. Можно это делать стаканчиком. Делайте, как вам удобно. Самое важное – напоить орхидею, напоить ее корни. Раньше я наливала полный поддончик воды, через час, через два вся вода впитывается в грунт, и это очень важно. Вы можете даже поставить орхидею на какое-то возвышение и делать это проливом. Сейчас объясню как. Взяла крошку побольше. Так, помещаете орхидею в какую-то емкость. И если вот такое маленькое количество корней, понятно, что снизу влага не дойдет до этих корней. И во время полива делаете вот так. И пусть эта вода вся стекает в емкость. Можете это сделать несколько раз, набирая из емкости воду. В общем, экспериментируйте. Но орхидею нужно поливать обязательно. Особенно летом. Или когда у нас включено отопление. Орхидеи быстро просыхают. И нужно дождаться, пока подсохнут корни, и опять делать полив. Ну что, понаблюдаем за этой красивой орхидеей. Посмотрим, как она будет расти. И торопиться с пересадкой не будем. До новых встреч, друзья. Увидимся на канале.